Представители знака зодиака Дева. Девы мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Ваше ближайшее будущее. Таро на неделю с 16 по 22 сентября. Давайте будем узнавать, что подскажут карты. При этом будем реалистами. Ну, вы-то как раз и реалисты. У нас сегодня две колоды. Колода поддержки патронажа ангелов и оракул. Тоже ангелов. И мы на этой колоде узнаем совет, какой они дадут для вашего знака зодиака на предстоящую неделю. И если, в принципе, у недели 18 сентября лунное затмение, и оно открывает коридор затмений осенний, который закончится солнечным затмением 2 октября. И лунное затмение у нас происходит в Рыбах, а там же у нас еще и Сатурн с ретроградным движением, и поэтому могут эмоции словно накрывать. Тяжеловато будет, но не вам. Людям будет тяжеловато. Люди будут вести себя по-странному. Кто-то будет с агрессией идти к вам, кто-то будет идти плакаться в жилетку. Именно эмоции, не все люди могут с ними справиться. Но для вас, мои дорогие девы, очень сильная позиция. И это не только на эту неделю, а у вас, в принципе, благоприятный период. Может быть, за счет где-то вашей силы, за счет вашей прагматики, умением как раз эти эмоции самые исключать, чтобы они не мешали. И поэтому вот где-то больше рационализма или той конкретики, которая происходит вокруг нас, которая существует в безэмоциональной нашей практике. Это все ваши сильные стороны. Кому интересно поподробнее, перейдите в инфобокс, в описании под видео. И я оставлю ссылку на свой сайт, я оставлю ссылку на статью «Осенний коридор затмений». На моем сайте есть там еще и гороскопы, статьи по психологии. Ну а также оставлю ссылки к видео, к плейлистам на канале YouTube. Мы идем вперед. Что важно знать для вас на неделе? Неожиданности или чего не избежать, с чем вы можете столкнуться? Чему сейчас не время или что вам может помешать? А что же вам будет помогать? Что скрыто? И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Энергии денег. Личная жизнь. И на оракуле достанем карту и откроем ее в самом конце. Какой совет для вашего знака зодиака дадут карты? Что же будет важно знать? И вот семерка как раз воздуха нам говорит очень красноречиво, и карта нам даже прорисована. Как будто была какая-то дружба между девочкой и мальчиком. И она расстроилась. Девочка спит, свернувшись калачиком на скамейке, одиноко. И при этом, как воин, хоть она и маленькая, держит наготове меч. А мальчик, который пытается подойти к этой скамейке, к девочке, вот есть конфуз. Почему-то у него 5 яблок, а у девочки в корзинке только 2. И мы понимаем, что где-то захотел мальчик схитрить. И, видимо, по прошествию времени он понял, что оно того не стоило. Оно не стоило, потому что дружба, искренность, она более важнее. То есть есть ценности, а есть цены. И, видимо, мальчик это перепутал. Вы можете столкнуться с подобной ситуацией, что важно знать. И вы, конечно, можете быть, как и со стороны девочки, так и со стороны мальчика. Где-то, что важно знать, быть честным, искренним самим собой. Может быть, с одной стороны, люди будут хитрить, мы уже об этом сказали. И поэтому себе какого-то вреда не нанести, потому что в первую очередь это карта гибкости где-то. Это, конечно, карта говорит, поскольку ангел на заднем плане словно благословляет, может быть какое-то примирение. И поэтому, мои дорогие девы, что важно знать? Если есть важный человек в вашей жизни, но по какой-то причине произошла ссора, разногласия, вы друг друга не поняли, самое время проговорить то, что в вашей душе.
И там уже как получится, поймет или не поймет. Вот важные разговоры. С другой стороны, может быть и такая ситуация, когда нужно делать однозначный какой-то выбор. Ведь все же это карта хитрости. И она может быть как и где-то с вашей стороны, если, разные ситуации, в которых вы можете оказаться, и себе не навредить, может быть, нужно тоже и быть гибче где-то. Но это может быть и направлено в отношении вас. Поэтому вот цена и ценности – это как то, что нужно или важно знать. Неожиданности. Какая-то история может завершиться, которая была со знаком минус. Или вы можете узнать какую-то тайну. Кстати, лунное затмение в рыбах как раз какие-то тайны обнажает. И это могут быть тайны ваши, опять же, или это могут быть тайны кого-то другого. Но 20-й старший аркан – это карта возрождения. Это возможности, безусловно. Это ваши личные возможности. Карты избавления от страданий, избавления от волнений, избавления от каких-то патовых ситуаций, мои дорогие. Какое-то либо решение у вас может обозначиться или какая-то возможность прийти, или, может быть, это будет связано с тем, это ведь старший аркан, то это как бы было какое-то ваше внутреннее решение или твердое убеждение по какой-то ситуации или истории, но обстоятельства не складывались каким-то образом для вас либо в плюс, либо вам не давали что-то осуществить. А вот здесь, скорее всего, как открытый путь может быть. И карта нам говорит ведь о чем? Не оглядывайся назад. И если мы где-то хотим примириться, то тогда по семерке воздуха мы ведь, если совершаем откровенные разговоры, мы должны быть готовы к тому, что человек тоже нам может прийти и рассказать что-то искренне, и мы не отталкиваем. Мы принимаем, мы тогда не вспоминаем былое. Вот этот момент очень тонкий, это тоже примите во внимание. То есть мы как-то правильно должны взаимодействовать или прореагировать, к примеру. Может быть, есть какая-то история, которая, вы совершенно разные. Или вы есть тот пункт, по которому вы не договоритесь. И это может быть и в личной жизни, это может быть и по работе. Продолжение общения, оно следует. Мы его не можем отменить. Вот бывают в нашей жизни такие люди. И значит, какое-то, такое вот дружелюбное перемирие или где-то Соломоново решение вам придется принимать, мои дорогие. Где-то обе карты об этом Соломоновом решении. Будьте мудры. Чему сейчас не время? Не время ставить на паузу, а вот как раз время разобраться с чем-то. Не время, кстати, и попадать в какие-то двойственные ситуации в зависимости. Тогда нам карта будет говорить, если к тебе кто-то приходит, допустим, с извинениями, да, и для тебя важен человек, то одно дело принять или простить, а другое дело вернуться опять словно в какую-то прежнюю историю и быть, к примеру, обманутым повторно. Или повторить еще раз какую-то зависимую ситуацию. Вот этому тоже сейчас не время. Ведь все же о вашей именно компетенции, о вашей личности нам говорят карты. Не должно быть каких-то двойственных ситуаций у вас в принципе на этой неделе. И мы сказали, есть и возможность разобраться, но и не согласиться на тот вариант, который нет какого-то продолжения прогресса для вас. Или не подписать, может быть, какой-то документ, когда вы по прошествию времени будете как в обязательствах каких-то. И опять же, тонкий вопрос. У вас 2 старших аркана, но что-то вам решать придется, мои дорогие. Что же вам помогает? Паш воздуха, и это в первую очередь искренность с самим собой и аналитика. И да, скорее всего, придется делать какой-то выбор или какой-то важный вывод. Мы должны быть честны сами с собой, мы должны видеть ситуацию такой, какая она есть в реальности. И, в принципе, я уже сказала о том, что если человек важен, вы можете заключить какое-то мировое соглашение или сгладить некоторые острые углы, но не должно быть какого-то стопора. У нас даже как будто время остановилось, обратите внимание.
часы песочные, они в перевернутом состоянии. И сама карта 12-го аркана – это повешенный. Поэтому это какая-то пауза. Вот не время какой-то паузе. Разобраться с чем-то вам как будто нужно. Потому что от этого зависят ваши перспективы. И это еще, кстати, карта альтруизма. Но она выпадает в позиции, чему сейчас не время. Значит, что-то вам нужно. Ну, вот, может быть, из-за вашего альтруизма или желания искреннего кому-то помочь, на себя взять какие-то лишние обязательства. Вот этому точно не время. Что скрыто? Завершение какой-то ситуации. Значит, вот есть те моменты или те люди, или те события, когда вы можете, правда, примириться. Но есть и те события, которые уже завершаются, которые нет смысла продолжать, которые будут вот как этот аркан повешенный, какой-то стопор. Или мы снова повторим какой-то заезженный сценарий. Или мы будем надеяться, что человек изменится. Нет, человек вряд ли изменится. Люди не меняются. И где-то ведь это карта манипуляции. Поэтому с вами тоже мы уже говорили, могут пытаться манипулировать. Карта нам говорит окончание. Все. И свобода. И 20-й старший аркан об этом тоже. Может быть, какая-то новость приходит, кстати, когда вы понимаете, что да, что-то нет смысла продолжать. С другой стороны, и если это касалось ваших эмоций внутренних, о которых вы никому не расскажете, но какая-то прежняя история, она вас словно за душу как взяла, так и не отпускает. Так вот, по десятке мечей или десятке воздуха мы закрываем дверь в прошлое. Карта подтверждает. Все, конец. Дела, работа, бизнес, мои дорогие девы, праздник после победы. Ну, правда, ваша сильная позиция – это карта как и якоря, так и праздника. Когда мы себя уверенно чувствуем, когда у нас, в принципе, по вашей работе или по вашим делам есть и результат, и есть и какие-то планы на будущее, в принципе, порядок. И вы все контролируете, у вас действительно все под контролем. Но это еще карта перспектив. И, как я сказала, праздника у кого-то может и правда на работе конкретно вы собираетесь коллективом, и кто знает, вам как будто не нужно отгораживаться вот от общества. Кто знает, отправившись, может быть, на какой-то корпоратив, вы узнаете какую-то тайну. И так тоже бывает, но, повторюсь, сильная позиция. Финансы. А вот тут аккуратно. Двойка земли. Она вот так выглядит, как девочка, которая идет по тоненькой жердочке. Бабочка сидит. И она смотрит не вниз, не по бокам, не по сторонам. Она смотрит на бабочку. Что-то она задумала. И по этой карте идет игра. Но эта игра ваша, мои дорогие, это не чужая игра. И конкретно баланс по этой карте идет. И ваши приоритеты, ваша сила, ваше желание, ваши предпочтения. Но мы должны пройти по узкому фарватеру или по каким-то узким, ну, словно узкий коридор возможностей. Вот так вот прямо широкой поступью не получается. Придется протискиваться бочком, но пройти, тем не менее, можно. И это все то, что касается финансовой какой-то вашей истории. Балансировать придется, сохранять самую себя. И вот этот буквально баланс может быть финансовый в вашей жизни. Давайте посмотрим, что же в личной жизни нам скажут. Еще одна карта дуальности. С одной стороны, знаете, это партнерские отношения. И есть какая-то прежняя история, может быть, и тут действительно что-то возвращается. Или самим человеком возвращается, или возвращается с какой-то новостью, или как возможность какая-то возвращается. Но если в остальных колодах иногда двойку жезлов или двойку огня воспринимают как карта прошлого, то здесь нет, это карта прогресса. Значит, действительно какой-то прогресс или соломоново решение по части личной жизни у вас может быть. Или вы, мои дорогие девы, можете продумывать что-то, но вы можете помириться, вы найти общий язык можете. И тогда с вашим партнером вы вместе уже будете даже строить планы. Может быть, важные разговоры, мои дорогие. Ведь так часто очень в жизни нашей бывает, когда досадное недоразумение, не проблема какая-то глобальная, а именно недоразумение, которое основано всего-то на эмоциях, мешают нам договориться, понять друг друга. Каждый гнет свою линию, считает себя правым.
А счастье-то оно как раз и зависит от того, как мы умеем в диалоговой форме найти что-то общее, что нас связывает, или какое-то направление. Мы можем думать по-разному, мы можем мыслить по-разному. Мы все очень разные люди, каждый из нас – это личность. Но счастье строится тогда, когда мы смотрим вместе в одном направлении. И вот эта карта, именно в этой колоде патронажа ангелов, об этом очень конкретно показывает, прорисовано. Поэтому это будет для вас тоже, мои дорогие, важно. Но какое-то решение будете принимать вы. Окей, давайте мы посмотрим, какой же совет нам дадут карты. Дай возможность услышать твою интуицию или дай голос твоей интуиции. Видимо, вот правда, для вас вообще вот интуиция, которая, может быть, в прежние годы для вас была, ну, как бы тема ни о чем. Вы на последующий период, как и до конца 2024 года, так и на 2025 где-то, с заходом нам рекомендуют развивать, вот именно для вашего знака зодиака. Почему? Потому что у вас открывается в дальнейшем очень продуктивный период, даже планетарно, но это будет связано с вашим самовыражением, когда вы какой-то свой план, может быть, какую-то задумку, какую-то идею, словно миссию, мои дорогие, вы должны выполнить. Ведь мы приходим на планету Земля, каждый со своей миссией. И вы не исключение. Но миссию, чтобы прослушать, нужно научиться слушать подсказки своего шестого чувства и быть честным с самим собой. И, к примеру, если мы говорим отношения, да, зашла какая-то история в тупик, или нашла коса на камень, и здесь будет вот именно, как вот я сказала по этой карте, с кем-то договориться важно, если человек для вас действительно важен. Или, может быть, какая-то история, даже вы разошлись, к примеру, да, если мы говорим о семье, но остались дети, остались нерешенные вопросы. И в любом случае худой мир где-то лучше доброй ссоры. Или перевести как какой-то конфликт в нейтральную ситуацию и остаться друзьями, это тоже более позитивно. У каждого своя ситуация. Поэтому перекладывайте на себя, мои дорогие девы, у вас сильная позиция и возможность для себя сделать что-то очень полезно, хорошее. Будьте счастливы, мои дорогие и любимые, всегда.